1952 году, когда тень холодной войны начала сгущаться над миром, в США запустили масштабное исследование загадочных небесных явлений, которое вскоре получило название «Проект Синяя книга». Этот амбициозный государственный проект был задуман как попытка не только разобраться в необъяснимых сообщениях о неопознанных летающих объектах, но и оценить потенциальную угрозу, которую они могли представлять для национальной безопасности страны. Специализированные команды ученых, военных и технических экспертов собирали и анализировали тысячи свидетельств, пытаясь отделить реальные природные явления и ошибки восприятия от возможных проявлений чего-то поистине аномального. Проект «Синяя книга» стал ареной столкновения официального научного подхода с загадками, которые до сих пор будоражат умы уфологов и искателей правды. Несмотря на официальные выводы о том, что подавляющее большинство наблюдений можно якобы объяснить рациональными причинами, многие вопросы так и остаются без окончательных ответов. Именно поэтому мы попытаемся разобраться, что из себя представлял проект «Синяя книга» на самом деле, почему больше всего наблюдений НЛО и похищений было в США, и как все эти события могут быть связаны с концом времен. Ведь именно об этом сегодняшнее видео. В начале 50-х годов прошлого века в США начался период активного изучения неопознанных летающих объектов или НЛО, чему способствовал ряд сообщений о загадочных небесных явлениях, появившихся на фоне нарастающей напряженности холодной войны. В условиях опасений, что подобные наблюдения могут быть связаны с передовыми технологиями противника или даже с внеземным вмешательством, правительство США решило создать специализированное подразделение для изучения этой проблемы. Так родился проект «Синяя книга», официальной целью которого стал систематический сбор и анализ, а также оценка сообщений об НЛО. Также они занимались проведением детального анализа полученных сведений с целью выявления естественных или антропогенных источников наблюдаемых явлений. Для этого использовались современные на тот момент методы инженерного анализа, метеорологических исследований и технической экспертизы. Определение потенциальной угрозы для национальной безопасности также входило в их обязанности. Ну и, как результат, они занимались также разработкой обоснованных объяснений для подавляющего большинства сообщений с целью развеять панику и уменьшить влияние слухов и спекуляций в обществе. В ходе работы проекта «Синяя книга» было собрано несколько тысяч сообщений. Однако, опять же, согласно официальным данным, лишь небольшой процент случаев оставался необъясненным даже после детального анализа. Основные итоги включали следующие моменты. Натуралистические объяснения, то есть, что якобы большинство зарегистрированных наблюдений удалось связать с естественными метеорологическими явлениями, оптическими иллюзиями, ошибками идентификации известных объектов, например, самолетов или метеозондов, или даже психологическими эффектами массового воображения. Официальные выводы проекта утверждали, что нет никаких достоверных доказательств того, что наблюдение НЛО представляет собой угрозу национальной безопасности. Это способствовало снижению общественного беспокойства и укреплению доверия к официальным источникам. Несмотря на критику со стороны сторонников альтернативных теорий, проект «Синяя книга» продемонстрировал стремление властей к научному и систематическому подходу в изучении феномена НЛО. В 1947 году частный пилот по имени Кеннет Арнольд, как сообщается, заметил 9 светящихся НЛО, пролетающих над горой Рейнир в Вашингтоне. Общественность сошла с ума от так называемых летающих тарелок. Вскоре после этого правительство США запустило проект «Сигн», чтобы определить, представляют ли такие объекты угрозу. В 1948 году проект «Сигн» якобы опубликовал документ под названием «Оценка ситуации», в котором выражались различные предположения того, что это могло быть. Как гласит история, должностные лица ВВС
уничтожили документ и начали более скептическое расследование в конце 40-х годов под названием «Синяя книга». То есть, по факту, проект «Синяя книга» был прикрытием для того, чтобы разработать более приемлемые аргументации того, что такое НЛО, которые почему-то в таком огромном масштабе наблюдаются именно в США. А теперь вернемся к 1947 году. Время рекордного интереса к НЛО, множество наблюдений и исследований, в том числе военных. Ведь армия США опасалась, что это советские летательные аппараты. И это не просто единичные огни в небе, а массовая и, возможно, самая значимая волна наблюдения НЛО в истории. Стоит ли говорить, что один из самых известных инцидентов, связанных с НЛО, также происходит в 1947 году, а именно катастрофа в Розуэлле. Вечером 2 июля над городком Розуэлл в штате Нью-Мексико пролетел светящийся объект дисковидной формы. В 20 милях от города он упал, разбившись об землю. Местный фермер Уильям Брейзел утром обнаружил рядом со своим ранчо странные обломки какого-то аппарата, о чем сообщил шерифу Уилкоксу, который затем связался с авиабазой в Розуэлле. Прибыв на место, военные оцепили район, затем тайно все, что нашли, перевезли на авиабазу Райт-Петерсон в штате Огайо, где размещалась штаб-квартира Главного технического управления и Центра авиационной технической разведки ВВС США. Стоит также упомянуть, что как раз после 1947 года в США начинаются массовые похищения людей так называемыми НЛО и пришельцами. Как вы знаете, похищение людей инопланетянами – явление, которое вызывает интерес и споры на протяжении последних нескольких десятилетий. Известные случаи похищений произошли, например, с супругами Хилл в 1961 году в США. В сентябре 1961 Бетти и Барни Хилл возвращались домой через штат Нью-Гэмпшир. Они заметили яркий свет, который, по их словам, преследовал их автомобиль. Позже супруги обнаружили, что не могут вспомнить, что с ними происходило 2 часа назад. Под гипнозом они якобы вспомнили, что были похищены странными существами с больших космических кораблей и подвергнуты медицинским обследованиям. В октябре 1957 года фермер Антонио Виллас-Буас работал ночью в поле, когда заметил приземлившийся НЛО. По его словам, его захватили гуманоидные существа. Самое интересное, что ходит информация о якобы заключенном договоре между президентом США Эйзенхауэром с какими-то существами, которые в обмен на технологии попросили разрешить им похищать людей для своих экспериментов. Заметьте, здесь не употребляется слово «пришелец», потому что дальше будут раскрыты другие не менее интересные аспекты. Этот тайный договор между США и непонятными существами назывался Грета Тракта. Событие произошло якобы в ночь с 20 на 21 февраля 1954 года. По одной из версий, Эйзенхауэр внезапно исчез во время поездки в Палм-Спрингс. Официальное объяснение гласило, что он посетил дантиста из-за экстренной зубной боли. Все это происходило на авиабазе Эдвардс. Более того, помимо похищений, на протяжении последних как минимум 60 лет известны редкие и необычные случаи странной беременности у женщин, которые вынашивали плод до определенного срока, после чего он бесследно исчезал. Причем все анализы фиксировали беременность. А некоторые из женщин утверждают, что были похищены и оплодотворены. Вся эта темная и плохо изученная история намекает на один очень серьезный аспект. Эти существа, пока что будем называть их так, видимо, развернули какую-то серьезную программу по гибридизации. Но далее мы с вами углубимся в исторические корни, что даст нам возможность понять, что нет ничего нового под солнцем, и то, что происходит сейчас, происходило и тысячелетия назад. Просто те существа, которые ранее назывались по-другому, выдают себя за пришельцев. Самое интересное, что на протяжении всей истории человечества
подобные исчезновения не прекращались. Описывается случай с рыцарем по имени Рольф, который якобы был захвачен летающим железным колесом. Он исчез на несколько дней, а затем появился недалеко от места исчезновения. Рольф рассказывал, что видел высоких людей с блестящей кожей, которые изучали его тело. Это напомнило типичный сюжет похищения с медицинским осмотром. В 1923 году молодая крестьянка Мари Лабрет из деревни близ Руана утверждала, что ее похитили светящиеся существа, которые увели ее в огненный круг. Через неделю ее нашли в поле, но она была сильно истощена и не могла объяснить, как вернулась. Все те ощущения, которые испытывали похищенные, как две капли воды, похожи на показания тех людей и в средние века, которые подвергались ночным нападениям демонов. В обоих случаях описываются встречи с необычными или страшными существами. Люди сообщают о невозможности двигаться во время этих встреч, что напоминает феномен сонного паралича. В современных рассказах часто упоминаются медицинские эксперименты, ну и соответственно, как в средневековых, так и в современных рассказах люди сообщают о провалах в памяти или ощущении потерянного времени. Вашему вниманию отрывок из документального фильма «Высшие сущности. Утерянные записи», который опубликован эксклюзивно в нашем телеграм-канале, и перевода этого фильма вы нигде не найдете. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Что вы можете рассказать нам о Греге Ренрихе? Грег Ренрих был подполковником, но у него был очень высокий уровень допуска, такой, какой есть у очень немногих людей в зоне 51. Он бывал в подземных уровнях С4 и в Дульсе, Нью-Мексико. Он видел 10-футовых гигантов и сказал, что они рассказали ему о себе и называли себя нефилимами. Они говорили, что готовятся к межгалактической войне с Богом и верят, что победят. Они также упомянули, что некоторые аспекты этого исследования были связаны с сатанинскими ритуалами, чтобы установить контакт с тем, что они называли НГ, нечеловеческими сущностями. И исследователи, с которыми я общался, прекрасно это понимали. Все, кто участвовал в проекте, понимали, что эти сущности, эти нечеловеческие сущности, не нейтральны, не добры, и что за это приходится платить. Духовно, эмоционально и психологически всем, кто в этом участвует. Более того, мы все прекрасно знаем, что то самое теневое мировое правительство занимается страшными сатанинскими ритуалами. И исходя из этих реалий, мы понимаем, почему так происходит. Хочется привести в пример сериал, который был снят по произведению Артура Кларка «Конец детства». В этом мини-сериале нам показывают историю, где на Землю прилетают некие пришельцы, которые долгое время не показывают себя людям, но уже снискали невероятное доверие и уважение, так как остановили все войны, обеспечили людей бесплатным продовольствием и жильем, и теперь человечество живет как хочет. Правда, есть некоторые правила, соблюдение которых требуют новоиспеченные пришельцы. Через 15 лет пришельцы показывают себя миру, и выясняется, что они выглядят как классические демоны. Вот так невероятная задумка режиссеров и автора. Самое интересное заключается в том, что пришельцы в кавычках откармливают людей по сути на убой, потому что ровно через 15 лет этого счастливого золотого века должен наступить конец света, инициированный гибридным ребенком со сверхспособностями. В частности, и раскрывший заговор проекта «Блюбим голубой луч» Серж Монаст говорил о том, что задача мирового правительства – построить новый мировой порядок для Антихриста, который, по их мнению, должен скоро прийти в мир. Обязательно пишите ваши комментарии под видео, ставьте пальцы вверх и, конечно же, подписывайтесь на канал, не забывая про Telegram. Всем пока!